Эндрю Коллинз был уверен, что знает людей насквозь. 15 лет он проверял любого, кто попадал к нему на службу, оставлял в спальне крупную сумму и наблюдал, как искушение каждый раз брал верх. Никто еще не устоял. Так он окончательно убедился, что честности не существует. В тот день он спрятался за дверью своей спальни в поместье под Силвер-Риджем, ожидая ту же картину. На туалетном столике лежали ровно $18 000. Приманка, проверенная годами. Новая сотрудница, экономка Клэр Моррис, пришла на работу рано, держалась скромно и уверенно. Эндрю показал ей дом, объяснил обязанности, и едва она поднялась на верхний этаж, занял привычный наблюдательный пост. Клэр вошла в спальню, заметила деньги и даже уронила флакон с очистителем. Эндрю уже приготовился к очередному разочарованию. Но вместо того, чтобы взять хоть $1, она аккуратно пересчитала купюры, разровняла их и записала в блокнот. 18:00 обнаружено в комоде. Потом закрыла глаза и едва слышно произнесла благодарственную молитву за честную работу. Для Эндрю это был удар. Впервые за много лет кто-то прошел испытание не из страха камер или наказания, а из внутреннего выбора. Следующие дни он наблюдал за Клэр. Она работала методично, без спешки и без капли лени. Чтобы убедиться окончательно, он оставил в гостиной кошелек с $500. Клэр нашла его, тут же убрала в стол и оставила записку, где именно обнаружила. Честность, которая не требовала свидетелей, поразила Эндрю. К концу недели он повысил ей зарплату. Клэр смущенно ответила, что просто делает свое дело, и этим еще сильнее задела его цинизм. Но спокойствие продлилось недолго. В воскресенье позвонила его бывшая жена Эвелин Брукс, много лет назад уехавшая в Нью-Йорк к более обеспеченному мужчине. Она заявила, что совершила ошибку и хочет вернуться. Эндрю согласился встретиться, хотя внутренне был не уверен. Когда Эвелин приехала в поместье, ее уверенный тон и долгие взгляды мгновенно заполнили дом. Она отметила присутствие Клэр холодной оценкой, будто та просто часть интерьера. Между бывшими супругами и экономкой возникла тихая, едва ощутимая, но растущая напряженность. На следующий день в поместье готовились к празднованию дня рождения Эндрю. Гости из Силвер-Риджа приезжали один за другим, и Клэр, переодетая в скромную формальную униформу, старалась соответствовать ожиданиям. Она работала незаметно и четко, но именно ее незаметность Эвелин решила обратить против нее. Эвелин шепталась с гостями, бросала изящные, но язвительные фразы о людях, которые слишком свободно чувствуют себя там, где им не место. Незаметно для Клэр она превращала ее в объект светского обсуждения, проверяя, как далеко сможет зайти. Но никто еще не понимал, что именно честность Клэр, тихая, непоказная, уже стала вызовом давно устоявшемуся порядку в доме Коллинза. И эта невидимая сила скоро изменит не только отношение Эндрю к людям, но и расстановку ролей в его собственной жизни.